Большинство бездомных котов, попадая в приюты, так и не находят себе новые семьи, и их ждет достаточно печальный конец. Особенно такая участь ожидает тех, чье здоровье достаточно сильно подорвано, и лечение может быть неэффективным. Сегодня наша история об очень грустном котике по кличке Бин-Бин, здоровье которого оказалось настолько плохим, что ветеринары не стали браться за его лечение. Его обнаружили в очень тяжелом состоянии, и прогнозы были неутешительными. Этот кот доживал свои дни в приюте, и его планировали усыпить. У него было множество повреждений и инфекций, но самым серьезным оказалась травма позвоночника, которая полностью обездвижила кота. Судя по его состоянию, этот котик был атакован каким-то большим животным и сильно пострадал в результате неравной схватки. Работникам приюта было грустно смотреть на то, какой дискомфорт он испытывал. Но все, что они могли предложить, это обезболивающие препараты и витамины. Бин-Бин практически не мог принимать пищу, почти ничего не пил и совсем не мог двигаться. День за днем он беспомощно лежал и с грустью смотрел вокруг, как будто знал, какая участь его ожидает в скором времени. Бин-Бин уже не надеялся на спасение, но неожиданно для него случилось настоящее чудо. Сотрудница одной ветеринарной клиники, услышав историю несчастного кота, решила забрать его себе как можно скорее. Милане стало так жалко беднягу, что она, не раздумывая, сразу поехала в тот самый приют. Она знала, что срочно должна забрать его, и действовала быстро, чтобы успеть спасти коту жизнь. В самый последний момент Милана приехала в приют и забрала малыша домой. Несмотря на то, что Бин-Бин был несколько напуган, но наверняка понимал, что, наконец, спасен. Как только Бин-Бин прибыл в свой новый дом, он невероятно преобразился уже в течение нескольких часов. Малыш стал громко мурлыкать, прижимался к своей хозяйке и даже немного улыбался, в благодарность за свое спасение. Он понимал, что теперь находится в безопасности и навсегда нашел себе любящую семью. Милана делала все, что было в ее силах, чтобы восстановить здоровье котика. Она обращалась в различные клиники и не сдавалась до последнего. Хотя ветеринары и предупреждали, что Бин-Бин вряд ли сможет ходить, но в итоге он не только пошел, а даже понемногу смог бегать. Благодаря заботе и огромной любви Милане удалось помочь малышу и подарить ему новую жизнь. Сейчас он еще продолжает принимать различные препараты, но он чувствует себя здоровым и выглядит очень энергичным и веселым котиком, у которого вся жизнь впереди.